Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Татьяна Сидоренко. Были ли вы у кого-нибудь первыми? А вот я была и с гордостью это заявляю. Клиент никогда в жизни не делал педикюр, не делал ни обработку, ни покрытие гель-лаком девушке 26 лет. И посмотрите, какие милые, крохотные, маленькие ножки 35 размера ко мне пришли. Сегодня будем их преображать. И расскажу вам, с чего начинается любой педикюр. Первое, что я делаю, это всегда наношу шампунь. Шампунь у нас очищает, обеззараживает и также, конечно же, удаляет все загрязнения. Наношу втирающими движениями и потом просто излишки удаляю салфеткой. Его не обязательно смывать. Дальше мы убираем длину. Конечно, если бы это был мой клиент, который пришел ко мне после зимы, у меня есть клиенты, которые делают педикюр только летом, я бы сказала, что ни в коем случае не нужно самому убирать длину. Но тут уже ногти были подстрижены дома, ножницами, и, конечно же, кое-где форма у нас пострадала. Где-то отсутствуют уголочки, но я считаю, что мы со временем все это отрастим и сделаем очень красивую форму, тем более, что ножки, несмотря на то, что они миниатюрные, пальчики очень красивые и ровные. Сначала мы убрали основную длину при помощи кусачек, а уже потом дорабатываем пилкой. Также обязательно проходимся по поверхности. И тут меня ждал первый сюрприз. Ножки оказались очень влажными. Потом уже я увидела это при работе с пятками. Но изначально, когда к вам приходит клиент, вы всегда должны анализировать, в какой технике лучше будет выполнить обработку и также в какой технике она будет наиболее чистая. Также клиента беспокоит один уголочек, будем обязательно смотреть, что же с ним там такое произошло. Когда вы отодвигаете кутикулу при педикюре, важно понимать, что в педикюре нет кармана, но здесь кутикула очень влажная, вы видите, да, как сейчас она тянется. Она была настолько прилипшей, настолько большая и огромная, что здесь скорее был вопрос о том, чтобы максимально сделать аккуратно и, естественно, не перерезать. Вообще, когда кутикула не обрабатывается, капилляры прорастают и есть очень большой риск поранить клиента, поэтому здесь лучше не дорезать, чем перерезать. Наносим присыпку и ждем примерно 2 минуты. Это самая обычная детская присыпка. Она позволяет впитать лишнюю влагу и не будет давать вашей фрезе моментально забиваться на влажной коже. Начинаю обработку с алмазной фрезы, вот такой вот интересной. Я ее уже как-то раз показывала. Это фреза от КМИС, как в принципе и все, которыми я пользуюсь. Аккуратно прохожу в пазухах. Этой фрезой я глубоко ни в коем случае не залезаю, потому что у нее достаточно большой диаметр для боковых пазух. И есть вероятность, если вы будете ей пытаться прочистить глубоко, что вы истончите ноготь в боковой пазухе, и у клиента может начаться боковой анихолизис. Поэтому работаем очень бережно, обязательно не забываем про натяжку, натягиваем боковые валики и смотрим. То есть работаем всегда в видимой зоне. Никогда у нас фреза не погружается глубоко, не роет там канавки. Аккуратно обрабатываю, и этой же фрезой я зачищаю птеригий. Обрабатываю на форварде все левые стороны, переключаясь на реверс, и этой же самой фрезой обрабатываю все правые стороны. Очень важно понимать, что кроме боковых пазух, боковых валиков, мы должны также обработать и поверхность, которая у нас около ноготочков. Так как педикюр не делался никогда, кутикула очень большая, но очень-очень тонкая. И еще видите, здесь у нас есть на втором пальчике, сейчас видно такой небольшой уголок, который мы впоследствии с вами уберем. Мизинчик, совсем крошечный, но такой маленький, мне кажется, даже меньше, чем у меня. Умилил меня. Не знаю, у кого вообще большие ногти на мизинцах. Я достаточно редко это встречаю. Если у вас большой мизинчик, напишите, пожалуйста. И также, если вы в моей команде и у вас маленький, тоже напишите. Посмотрим, кого из нас больше. Срез делала, честно, не дыша, потому что кутикула такая тонкая, и она тянулась за ножницами. Хорошо, что ножницы все-таки были острые. Аккуратненько, маленькими шажочками я смотрела и старалась даже не делать срез единой колбаской, потому что делала настолько маленькие стежки, чтобы ни в коем случае не поранить. У меня, в принципе, это получилось, и я наношу присыпку еще раз, потому что пока мы работали, кожа у нас вновь стала влажной. Дальше мы берем фрезу пламя и дорабатываем мельчайшие недочеты, можем прочистить чуть глубже.
Также еще раз обрабатываем боковые валики, немножко заходим в уголочках под ноготок и дочищаем уже все до идеала. Что важно знать, когда вы выполняете педикюр? Вы должны прочистить видимую зону, также должны убрать подногтевую мозоль, если таковые имеются на больших пальчиках. Но не нужно лезть очень глубоко. Это не маникюр. Здесь не нужно идеально все вычищать в самых-самых глубинах. Ну и тем более, конечно же, первое, что вы должны помнить, это атравматичность, то есть безопасный педикюр. Вообще эстетический педикюр – это возможность подарить клиенту красивые ножки, это возможность подарить клиенту красивое покрытие, но не нужно прокрашивать также очень сильно глубоко в боковых пазухах, потому что под тяжестью гель-лака очень часто ноготок начинает скручиваться. И вот, кстати, наша проблемка, которая мешала нашему клиенту, очень многие неправильно удаляют вот эти вот уголки. Существует ступенька, которую клиент систематически себе сам делал, когда подрезал, и этот уголок просто начал вырастать. Посмотрите, вот здесь на другой ножке точности такая же ситуация, здесь еще даже ноготок, видите, треснул. И вы должны подсунуть свои кусачки таким образом, чтобы у вас с другой стороны лезвие вышло. То есть убрать только угол обязательно. Ни в коем случае не резать в глубину и не делать еще такую же ступеньку. Также после того, как мы доработали все это, еще убрали пыль, иногда вылезают вот такие вот маленькие шурушечки. Ничего страшного, если вы опять возьмете в руки ножницы и подрежете какие-то мельчайшие недочеты, которые не были видны из-за того, что была у нас присыпка. Приступаем к покрытию, хорошенько обезжириваем ногтевую пластину и наносим тонко базу от Космопрофи. Наношу тоненько и кисть держу практически параллельно. Здесь есть небольшая сложность того, что у нас очень выпирает валик, и поэтому, конечно же, периодически я его задевала и вытирала все это обычной апельсиновой палочкой, и на ней была намотана салфетка, смоченная в обезжиривателе. Второй ноготок тоже совсем крошечный, поэтому кисточку задираем чуть-чуть выше. Ну а мизинчик я вообще всегда прокрашивала только тонкой кистью. 110 цвет уже покорил сердца всех моих клиентов. Очень-очень нежно-лавандовый цвет. Вот прямо ближе, наверное, к самому-самому светлому фиолетовому, даже ближе к белому, возможно. Очень красивый пастельный цвет, который с первого слоя ложится хорошо, но есть мельчайшие недочеты. И со второго тонкого слоя уже полностью плотно перекрывает любую ногтевую пластину, даже если ногти очень длинные, то есть если мы будем сейчас с вами разговаривать о ручках. Наношу также максимально близко и прокрашиваю уже тонкой кистью под кутикулу или вообще насколько это, конечно же, возможно. Но еще раз вам напоминаю, что если, например, мы будем брать в расчет большой ноготок, то мы делаем просто ровный край сбоку, то есть в боках мы делаем ровный прокрас. Вы должны понимать, что потом, когда клиент от вас уйдет, сейчас мы все это раскрыли, боковые валики у нас снова придвинуться к ноготочку и будет выглядеть как глубокий прокрас, но мы не создадим тяжести. Черным гель-лаком мы рисуем вот такие вот импровизированные пятнышки, но, конечно же, хотелось чем-то их разбавить, поэтому мы решили еще внутри добавить немножко блесток. Самые-самые обычные блестки я смешала с топом и заполняю не во всех, но в самых больших пятнышках заполняю центр и, конечно же, просушиваю. Также на втором ноготочке мы решили добавить вот такую вот полоску. Покрываем дизайн наш топом на большом пальчике, добавляем еще небольшую каплю после того, как сделали тонкий слой, прямо маленькую, просто для того, чтобы убрать ребристость вот от этих вот наших черных пятнышек. Ну и, конечно же, куда без опила торца, обязательно опиливаем торец. Так педикюр будет выглядеть, во-первых, изящнее, во-вторых, вы сможете подправить форму, то есть сейчас, когда у нас уже ноготочек накрашенный, мы можем видеть, какой уголок нам, например, придется убрать. Посмотрите, аккуратный, чистый педикюр.
Есть у нас в боковых валиках немножко, где я заделала гель-лаком, просто уже очень торопились. На самом деле этот педикюр мы сделали меньше, чем за час. Напишите, пожалуйста, сколько по времени делаете педикюр вы, будет тоже интересно почитать. Также не забываем, что у меня есть промокод магазин Космопрофи, которым вы сможете воспользоваться. Вся подробная информация будет в описании под видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Если видео было для вас полезным и интересным, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем пока!